Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву домашних тапочек. Этот мастер-класс отличается от предыдущего технологией пошива, а именно тапочки шьются выворотным способом, поэтому не нужно делать обтачку, как в предыдущем видео. Вот эти тапочки, на них мастер-класс есть, и они, как вы видите, с обтачкой. Отличие есть не только в технологии, но и в подборе самих материалов. Все покажу подробно и доступно. Долго тянуть не буду, приступаем. Шить я буду из остатка вот такой шторной ткани. У меня буквально полосочка, но мне ее вполне достаточно. Вы можете использовать абсолютно любые ткани. Главное, чтобы они были не слишком толстые и плотные. Можно также шить из джинсовой ткани, но опять же, если она не слишком плотная и не слишком толстая. Я прикладываю выкройку, у меня тут, кстати, еще кромка, но мне вполне хватает, так как у меня тапочки будут с открытыми пальчиками. Прикладываю и обвожу, но вырезаю обязательно с запасом, потому что я буду делать стежку. Стежка дает усадку, и чтобы не получилось конфузов, я выкраиваю вот так с запасом. Выкраиваю сразу 4 детали, 2 на стельки и 2 на союзки. А вот подошву я буду выкраивать из другой ткани. Вот такая полосочка. Это у меня тоже шторная ткань, но она более плотная. Я из этой ткани шила предыдущие тапочки. Она стабильная и более плотная. Вот на изнанке очень хорошо видна структура и видна разница. Если вы хотите из одной и той же ткани шить, то просто ее проклейте. Я обвожу и также вырезаю с запасом. Готово. Вот мои две детали уже вырезаны и готовы к стежке. Стежку можно сделать на любом тонком утеплителе, либо вот как в моем случае я буду использовать вот такие кусочки флиса, тонкого флиса у меня есть, и они тоже прекрасно подойдут в эту работу. Если у вас флиса нет тонкого, ненужного, значит берете самый тонкий утеплитель, например, 100 грамм на квадратный метр, и стягаете на нем. Но на флисе я буду стягать 4 детали, верх и низ стелька, а вот подошву я простегаю на слимтексе, это утеплитель, и он у меня плотностью 150 грамм на квадратный метр. То есть для подошвы можно взять более плотный утеплитель. Я уже раскроила все детали, вот так они у меня выглядят. И сейчас обязательно их нужно сколоть. Нужно это сделать достаточно плотно, то есть не жалея булавочек и не жалея на это 5 минут своего времени. Это сэкономит вам точно нервы, потому что при стежке сдвигаются слои, получается неровно. Ну и зачем вам это нужно? Поэтому не ленимся, а скалываем. Я уже возле машинки. Я буду стегать вот такой шагающей лапкой, только потому что она у меня очень широкая и мне удобно на нее ориентироваться. Опускаю лапку и просто делаю строчку. Длина стежка у меня стоит 3,5 мм. Если вам нравится более мелкая строчка, то делайте ее. Следующую строчку я прокладываю, ориентируясь на срез лапки, просто вот так рядышком. На этой лапке у меня расстояние между одной и второй строчкой ровно 1 сантиметр. И так продолжаю до конца. Все детали у меня готовы. Прошивала стельки вот такими вертикальными линиями. Также союзки вот такими вертикальными, но сама союзка горизонтальная, да, вторая. А вот те детали, которые у меня идут на подошву, я простегала горизонтальными плюс вертикальными линиями. То есть у меня получились квадраты. Ровно сантиметр на сантиметр. Далее я беру свою выкройку и каждую деталь обвожу. Вот так, не забывайте, в зеркальном отображении. Далее по намеченным линиям я иду к машинке и делаю самую обычную прямую строчку, но делаю ее мелкую, для того, чтобы потом легче, во-первых, вырезать, и, во-вторых, стежка не распускалась. Вот, я уже все сделала. Вот так выглядит моя строчка.
Вырезать можно как по изнанке, так и по лицу. Я вырезаю все детали, отступив 1, максимум 2 мм от строчки. Таким образом, у вас никогда не распустится стежка, и с такими деталями намного удобнее работать. Также хотела сказать по поводу выкройки. Есть несколько вариантов. Первое — это построить ее на свою ногу. Такие видео в YouTube есть, и вы их легко найдете. Также можно найти готовую выкройку, забив в гугле «бесплатная выкройка домашних тапочек». Распечатываем и шьем. Я же свою выкройку снимала с готовых тапочек, которые перешивала. Почему перешивала, есть отдельное видео, можете посмотреть, ссылка будет в описании. Итак, готовы мои детали, и обратите внимание, насколько тоненькие детали, они практически вот загибаются уголочки, то есть они плохо держат форму, но при этом мягкие. Деталь подошвы тоже мягкая, но при этом она чуть лучше держит форму. Это за счет утеплителя, который я ставила во время стежки. А сейчас мне нужно выкроить еще две детали, подкладку для вот этих союзок. Я подготовила ткани, подходящие по цвету. Вот такие у меня есть. И смотрите, мой вам совет, если вы не можете определиться, какой цвет лучше подходит, всегда сделайте фото или запишите видео. Вот на камеру вы точно поймете, какой цвет вам больше нравится. И я выбираю вот такой. Сейчас выкраиваю две такие же детали. Готово. Смотрите, один в один. Но когда уже выкроила, сейчас я по полсантиметра с каждой стороны просто срежу и внизу, и вверху. Это нужно для того, чтобы при сшивании был некое напряжение в этих тканях. И когда мы заутюжим, будет все ровненько и идеально. Сейчас все покажу. Вот я срезала по 0,5 с каждой стороны и пришиваю. Сначала пришиваю вверху. Вот, две строчки готовых, пришиты. Теперь натягиваю, вот так видно, да? Натянула и делаю строчку. Вот тут. Складывать, кстати, лицом к лицу. Прошила. Вот, смотрите, какой, ну, такая напряженность, да, нижней ткани. И вот тут видно хорошо. Сейчас выворачиваю. И, казалось бы, деталь была намного меньше, но когда мы вывернем, обязательно пойдем к утюгу, заутюжим, мы увидим, что у нас просто все идеально. Вот, все хорошо, все ровно, все красиво. И сейчас нужно сделать отстрочку по верху и также по низу на одной и на второй детали. Отстрочку я делала также той же шириной стежка, который делала стежку, то есть 3,5. Теперь берем стельку, прикладываем союзки к стельке и пришиваем. Вот так прикладываем, меряем, чтобы все было ровно, все было одинаково. И пришиваем буквально по краю. Нам просто нужно зафиксировать эти детали. Готово. Вот, смотрите, буквально по краешку пришила. Далее я беру, вот так складываю аккуратно, беру нижнюю часть, совмещаю и нужно прошить. Обязательно оставить место для того, чтобы вывернуть тапочек. Пришиваю один и второй. Вот сейчас показываю. Вот такую пяточку я не пришила и оставила для того, чтобы вывернуть. На этом этапе обязательно сделать насечки, либо же воспользоваться ножницами зигзаг. Вот такими. Далее я беру и выворачиваю. Делаю это максимально аккуратно и не спеша. Вот так. Готово. Теперь мне остается зашить отверстие, через которое выворачивала. Также обязательно отутюжить. Но сначала я утюжу и также заутюживаю вот тут припуск и затем зашиваю потайным стежком. На этом же этапе, кто любит
подошву пожестче, можно вставить вот такие, либо любые другие стельки, можно их вырезать из любой ткани, либо же из любого утеплителя. Возможно, даже некоторые используют линолеум, но я использовать не буду. Я на лето люблю мягкую подошву, поэтому просто зашиваю. И тапочки мои полностью готовы. Вот так выглядит пяточка. Результатом очень довольна и вам рекомендую. Единственное, что подведем итоги. Как вы уже наверняка поняли, такие тапочки получится сшить, то есть таким способом получится сшить только в том случае, если вы будете использовать не плотные, не толстые ткани. Тогда у вас все получится. Если вы возьмете плотные ткани, например, мебельные, то вы просто не сможете их вывернуть, а если даже и сможете, то припуски будут настолько торчать, вы их не сможете заутюжить. Ну, в общем, будет, мягко сказать, не очень. Для примера покажу вот эти тапочки. На них есть мастер-класс, как уже говорила. И у них вот эта верхняя часть, то есть союзка, она настолько плотная, что как бы я ни хотела, и тут у меня мебельная ткань, как бы я ни хотела, я бы их просто не вывернула. А если бы и вывернула, ну это было бы не так красиво, как в тапочках, которые вы видели сегодня. Но и те тапочки имеют место быть. Я, как правило, вот такие, которые справа шью зимой. Они более плотные, более толстые, более, ну что ли, теплые. А такие тапочки я шью на лето. Ну что ж, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.